Здрав лисом, с вами Фокс, и сегодня у нас наконец-то за долгое время уже 22-я серия фазмофобии в Майнкрафте Bedrock Edition. Я уж думал, я даже не помню, какая у меня уже по счету серия идет. Не было уже давно фазмофобии, это потому что, во-первых, у меня не было времени до фазмофобии, во-вторых, у меня на канале уже начинает выходить сезон выживания, скажем, разрушитель границ перед вами. Первая, вторая и третья серии, которые уже вышли. Посмотреть вы можете по подсказкам сверху, либо же по ссылке в описании. Сегодня у нас Эджвилд, и мы не будем медлить, а будем приступать. Приятного просмотра. Ну что же, по заданию у нас, конечно же, определить тип призрака, фото призрака, окурить призрака и заставить призрака потушить свечу. Рассудок 0. Это потому, что у меня включен дополнительный, ну, понятно, включен без света, ну, то есть брейкер выключен, и рассудок на 0, то есть нам сегодня таблетки не помогут, а также выставлены опасные охоты, из-за чего я сразу и взял благовоние. Здравствуйте, здравствуйте. Есть кто-нибудь? Быстро включаем свет. Кости там не было, а я фотик-то и не взял, чтобы Костев сфоткать, если что. Где-то дверь трогает. По всей видимости, на втором этаже. Не иди сюда, пожалуйста. Он будто прямо надо мной. Да уйди. Спасибо. Я уже понял, что это дед. Зато кость нашел. Ладно. Первая охота пережита. Он был, по всей видимости, тут. У нас не доска. А что у нас по проклятому? Что-то... Да есть. По проклятому... Вот я не люблю, когда призраки находятся на втором этаже. Это мое самое нелюбимое. Что я могу взять? Это вот это и на всякий случай еще одно благовоние. По всей видимости, мы можем отсечь Диогена, так как он не нашел нас. Либо же он мог нас найти, но он просто дебил. Ой, доска. Я закроюсь. Так. Information. Lonely.
Чего? А какого фига она сломалась? Что за магия? Уйди. Ты что там делаешь? Кш, 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 кш. Вот отсюда. Господи, спасибо, что ты сюда не пришел. Кем ж ты у нас можешь быть таким? Очень-очень интересно. Надо брать глоустик, потому что он активно теребит двери. Какого фига ты сломалась? Это что было? Ой. Да ёпрсты. Нет, мое благовоние. Качка руки. Опять. Нету ваш. Пошел нахер, дед. Да. Вот это, конечно, опасно, опасно это было опасно. Очень опасно. Хватит теребить дверь. Ух ты. Да ну ё-моё. Вот, книга. Да книга. Кто у нас такой активный, но без отпечатков? А есть кто-то, у кого нет отпечатков, но есть минусовая? Это не банш, спасибо на этом. Диоген. Диоген это может быть, конечно же, как всегда. Хотя вряд ли, потому что он не видит нас. Это не демон, так как отпечатков нет, спасибо. Это не вурдалак, это не джин. Это не Мара. А нет, это может быть Мара. Это не... Нет, это может... Нет, это не может быть Они. Это не Фантом. Спасибо, да это... Или Полтергейст. Жалко. Это может быть Ревенант. Ну или же... Может быть Тень. Также может быть никто больше. Список большой. Надо исключать. Надо брать радиоприемник и рисковать жопой. Блять. Хорошо. Молчишь. Значит, убираем радиоприемник. Печально, жалко, обидно. Если мы вычитаем радиоприемник, это значит не Диоген. Это у нас, ну, может быть и Мара. Также это Ревенант, может быть. Что мы сделаем сейчас? Это проверим на минусовую. Хватит двери лапать.
4, 7. Да, ёп! Да ё-моё, вылез откуда дедада? Это был... Это был у нас... Конечно, Ревенант. Кто ж еще? Такие догадки и были у меня на этого Ревенанта долбаного. Скотина такая паршивая. Да. Ну что, я думаю, еще одна попытка не пытка. Прийти к этому ублюдку в дом. Найти его место проживания. Сфоткать все. И думаю, в этот раз узнать всю о нем информацию. Ты что, тут где-то? Надо мной? Где ж ты дверьми хлопаешь? Где же ты у нас тут дверьми хлопаешь? А ну, раскрывайся. Кукловоду. Здесь я словил 1 градус 4. И это значит 2-й этаж. Господи. Он у нас обитает на 2-м этаже. Хитрый, проворный, умный скотина. Ну что, где ж ты моей двери лапать решил? Ах ты ж. Я испугался. Приболел, называется. А, ой. У нас есть улика отпечатки. Быстрее, быстрее, беги! Я не хочу там быть. Плевать, плевать, плевать. Берем. Проектор. Давайте книги сначала. Что по заданиям? Следы до соли. Ну, ё-моё. Ну, следы на соли это еще ладно. Ой. Вот призрак надо мной будто издевается, залезая на 2-й этаж. Специально вот, блин, сидит тут. Распятие, распятие пригодятся. Че ты убил? Я тебе тут крестов наложу. Чтоб ты точно ничего не сделал. Возьмем соль. Нахер. Что вы такое творите? Вы меня убить заживо хотите? Или чё? И что у нас, радиоприемника не будет? А что у нас будет, ЭМП, что ли? Стоп. А будто есть кто-то такой с отпечатками, ЭМП и арбой.
Отпечатки вурдалак. Угу. Есть подозреваемый. Есть первые подозреваемые, что это может быть вурдалак. Коу. Почему переводчик его как гуль называет? Печатки исчезли. Арба. Орба. И, по всей видимости, последняя улика это у нас МП5. Да? Ну, хорошо. Я вот так вот возьму, выпью таблетки, хоть они и не помогут. Поставлю МП5, извиняюсь. Уберу все вот это и с надеждой уеду домой. Что это правильно. И да, это был вурдалак. Вот это да. И мы получили с вами $160. Сложность мультиплеера 5. 66 призраков уже отгадано. Ну, хоть вторая игра получилась удачной. Хоть что-то из всего этого. А мы будем с вами на этом заканчивать. Ну а с вами был Фокс. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Также пишите комментарии. И не забывайте посмотреть первые 3 серии сезона «Разрушитель границ», который вышел недавно. 3-я серия на этой неделе выходила. И да. Так что я вам советую посмотреть. Это сюжет, который развивается по ходу. Это и так понятно. В нем есть свои моды и только свои. Там им присутствует мой мод, который я до сих пор разрабатываю. Так что, да. А я буду с вами прощаться. И всем удачи, всем пока, всем адиос, всем до свидос. До встречи в новом ролике. Пока-пока.